Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике давайте посмотрим на интересные утечки RTX 3080 Ti и RTX 3050, оценим фото ускорителя Intel и взглянем на тайное послание разработчиков Cyberpunk 2077. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из этого видео. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку «Подписаться». И с вашего позволения я начну с перекупщиков, которые заработали $82 миллиона на дефиците. Один дата-инженер с форума разработчиков создал программу для анализа рынка процессоров, видеокарт и консолей. С помощью нее он выяснил, сколько в этом году смогли заработать спекулянты на перепродаже этих товаров. Он начал расчет с 15 сентября на известной площадке eBay и сравнил предложенную цену с рекомендуемой. Таким образом, он подсчитал, что на всех видеокартах Ampere и RDNA 2, а также процессорах Zen 3 и новых консолях спекулянты заработали $82 миллиона, и это только на одном eBay. Тем временем, на портативной консоли Aya Neo с процессором Ryzen 5 4500U смогли запустить Cyberpunk. Приставка смогла выдать около 30 кадров, но при каких настройках графики не уточняется. Сама консоль уже доступна для предзаказа в Китае по цене $600, однако выход на глобальном рынке пока не ожидается. А в синем лагере Раджа Кадури, который отвечает в Intel за разработку графических решений, поделился живыми фото ускорителя XE-HP для центров обработки данных. Такая новинка позирует рядом с уже представленной платой на базе 4 ускорителей XE-LP для облачного гейминга. Ускоритель XE-HP объединяет на одной плате до 4 10-нанометровых графических процессоров с памятью HBM2E, а его система охлаждения представлена радиатором с медными теплотрубками, который рассчитан на продув вентиляторами серверных стоек. Такие образцы уже начали поставлять клиентам Intel, а релиз намечен на следующий год. Из зеленого же лагеря прилетела новость о новой бюджетной модели RTX 3060 Ti. Сейчас на рынке самые дешевые видеокарты только от MSI и Gigabyte, ссылочки на них я оставил в описании. Но скоро должен подъехать еще один бюджетник от Asus с названием RTX 3060 Ti Mini OC Edition. Такая модель получила компактный размер и 2 вентилятора, а в ее обозначении присутствует слово Dual, что прямо намекает на дешевую стоимость. А про новые видеокарты Ampere стало известно немного больше. В новой версии драйверов Hewlett-Packard появилось упоминание о графических адаптерах RTX 3080 Ti и RTX 3050. Однако в самих драйверах значатся лишь идентификаторы устройств. Этот список перевел на доступный язык один инсайдер, который уже видел эти наименования в другом документе. Как видите, в драйверах числится как RTX 3050, так и RTX 3060 в мобильном и десктопном исполнении. Но эти видеокарты уже всплывали в утечках, а вот устройство RTX 3070 Ti было отменено самой Nvidia. Возможно, зеленый чипмейкер все-таки решился на ее выпуск, но об этом мы узнаем позже. Пока что это просто утечка из драйверов, которая в теории подтверждает существование этих видеокарт. Тем временем самой Nvidia на пару с Intel придется ответить за слежку в устройствах. В одном китайском городе, где проживает не менее 1 миллиона уйгуров, расположен как минимум один производительный центр обработки данных, который используется для слежения за местными жителями. По мнению властей США, подобная практика нарушает права национальных меньшинств, а китайские власти считают ее вполне приемлемой для охраны правопорядка в мятежном регионе. Тем не менее, 2 американских конгрессмена обратились с запросами к Intel и Nvidia, чтобы выяснить, знали ли компании, что их продукция будет использоваться для слежения за гражданами. Сенаторы также желают знать, какие меры предприняли обе компании для предотвращения подобного использования своих компонентов. Компания Intel уже заявила, что они не приемлют использование своей продукции для ущемления прав человека, и при выявлении подобных случаев они прекращают бизнес с клиентами. В красном же лагере стало известно, что AMD продолжит выпускать видеокарты в собственном исполнении. Ранее сообщалось, что компания собирается прекратить выпуск собственных видеокарт и передать это дело партнерам. Но огромный дефицит заставил их передумать, о чем сообщил главный менеджер подразделения Radeon в своем Twitter. Сами же партнеры красных продолжают показывать свои видеокарты RX 6900 XT. Теперь стало известно об эталонных моделях от Biostar и MSI, которые получат точно такой же внешний вид, как и оригинал AMD. Правда, компания Biostar решила все-таки добавить свой логотип на вентиляторы. А один американский оверклокер разогнал 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X до 6023 МГц. На такой частоте он смог набрать в Geekbench 3 64101 балл и стал лучшим среди моделей с 8 ядрами. А в основе системы оверклокера лежала материнская плата ASRock X570 Aqua и, конечно же, испаритель жидкого азота.
А американская компания Mushkin объявила о старте продаж линейки твердотельных накопителей Alpha. В линейку вошли устройства формата M2 с объемом на 4 и 8 терабайт. В основе новых SSD лежит контроллер Phison E12S с интерфейсом PCI-Express 3.0 и микросхемой памяти 3D NAND QLC. У таких накопителей получились очень большие скорости чтения и записи, а также большой цикл жизни. Модель на 4 терабайта сможет выдержать около 900 терабайт перезаписей, а старшая модель в 2 раза больше. Также компания Corsair порадовала новыми моделями корпусов, и уже в ближайшее время она начнет продажи компьютерных корпусов 5000D и 5000D Airflow. Такие корпуса смогут разместить в себе материнские платы вплоть до eATX, а версия с приставкой Airflow получила сетчатую переднюю панель для лучшей циркуляции воздуха. Из мобильного же лагеря прилетела новость о скором выходе флагманского кристалла Mediatek. Сообщается об анонсе до 12 февраля, когда в Китае празднуется Новый год. Об этом сообщил сам директор компании, но в подробности он вдаваться не стал. Компания же Xiaomi придумала новый вид складного экрана, о чем свидетельствует патент на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности. По данным патента уже сделали рендер, и выглядеть это будет потрясающе. По задумке Xiaomi, смартфон будет оснащен 2 дисплеями, причем основной лицевой экран сможет вытягиваться из корпуса, благодаря чему владельцы смогут трансформировать аппарат в небольшой планшетный компьютер. Из игровых новостей появилась информация о анонсе нового проекта во вселенной PUBG от создателя Dead Space и бывшего руководителя Sledgehammer Games. Тизер или трейлер такой игры должны показать на церемонии The Game Awards. А вот к выходу Киберпанка зеленый чипмейкер показал свои тесты производительности с DLSS и без. Они прогнали игру в ультранастройках с лучами в разных разрешениях и показали, насколько поднимает FPS технология DLSS. В разрешении 1080 она неплохо помогает средним видеокартам, тогда как флагманы Ampere справляются и без нее. В Quad HD самый большой прирост наблюдается у видеокарты RTX 3060 Ti, а в 4К только 3090 смогла приблизиться к отметке в 60 кадров. Тем временем компания Blizzard смогла продать 3 700 000 копий Shadowlands всего за одни сутки после релиза. Это стало рекордным количеством для всей ПК-платформы. А в релизном трейлере Киберпанка нашли скрытое послание, которое появляется на пару секунд. В нем сотрудники польской студии поделились ожиданиями и волнениями в связи с релизом, а также упомянули о куче DLC, которые будут содержать классные фишки. Завершается такое послание просьбой, чтобы после прохождения Киберпанка или знакомства с ней игроки поделились своим опытом на форумах или в социальных сетях. Сам же релиз Киберпанка уже состоялся, в честь чего вышли новые пакеты драйверов от AMD и Nvidia. Не забудьте их установить перед погружением в мир Night City. Кстати, в этом ролике между новостями я делал небольшие паузы, и очень бы хотелось узнать ваше мнение по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стало ли смотреть новости приятнее с паузами. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!